Приветствую всех! С вами ID90, инженерный подход к технологиям. Сегодня мы проведем детальный разбор инструмента, который кардинально меняет представление о работе с текстовыми данными в консольной среде Linux. Мы поговорим о текстовом редакторе Micro. В сообществе системных администраторов, DevOps-инженеров и разработчиков десятилетиями сформировался определенный культ. Считается, что если вы открыли сессию терминала, вы обязаны находиться в состоянии перманентного преодоления интерфейса. Нам предлагают две крайности. Первая – это Nano. И давайте будем честны, Nano заслуживает искреннего уважения и краткого спасибо хотя бы за то, что он всегда под рукой. В любой минимальной сборке Debian, на любом удаленном сервере, где упали все графические интерфейсы. Nano встретит вас своими архаичными, но честными подсказками в нижней части экрана. Это отличный, безотказный инструмент выживания. Он позволяет не запутаться в системе, когда вам нужно экстренно поднять упавший сервер. Но называть его удобным для постоянной профессиональной деятельности – это сильное преувеличение. Вторая половина сообщества уходит в радикальный минимализм, Vim или Emacs. Это мощные, монументальные экосистемы, однако их кривая обучения напоминает отвесную скалу. Чтобы просто начать эффективно перемещаться по коду Vim, вам необходимо перенастроить свою мышечную память и выучить специфический язык движения. Модульные режимы, когда одна и та же клавиша в зависимости от контекста, то вводит символ, то удаляет строку, требует постоянной концентрации. Но давайте посмотрим на задачу с позиции прагматичного инженера. Наша цель – результат. Нам нужно быстро, без лишней когнитивной нагрузки, провести аудит скрипта на Python, поправить конфигурационные файлы сервиса на C++, отредактировать конфигурацию оконного менеджера или проанализировать многострочный лог ошибок. Тратить недели на заучивание слепых комбинаций клавиш – это нерациональная трата ресурсов. Нам нужен инструмент, который объединяет в себе скорость и легкость терминального решения с интуитивностью и возможностью современных графических средств разработки, таких как VS Code или Sublime Text. И именно эту нишу закрывает Micro. Сегодня мы разберем его работу по строгому инженерному алгоритму. От развертывания и глубокой системной интеграции до практического применения и кастомизации под реальные рабочие задачи. Любой системный процесс начинается с развертывания. В дистрибутивах, основанных на Debian, этот этап максимально упрощен. Пакет Micro давно включен в официальные и стабильные репозитории, поэтому нам не нужно подключать сторонние репозитории или собирать софт из исходников. Выполняем стандартную процедуру через пакетный менеджер. Сразу после установки производим верификацию. Команда microversion возвращает нам не просто номер сборки, но и информацию о компиляторе. Micro написан на языке Go. С инженерной точки зрения это дает колоссальное преимущество перед старым софтом. Мы получаем полностью статически скомпилированный бинарный файл. У него нет тяжелых динамических зависимостей. Он не требует виртуальных машин или интерпретаторов. Он работает с памятью напрямую, обеспечивая мгновенный отклик даже на слабых аппаратных конфигурациях или при подключении по SSH с высокой задержкой сети. Однако просто установить утилиту в систему – это дилетантский подход. Наша задача – сделать среду предсказуемой и сквозной. Профессиональная настройка требует, чтобы операционная система вызывала Micro автоматически во всех штатных ситуациях. Для этого нам необходимо обратиться к конфигурационному файлу нашей командной оболочки. В Debian по умолчанию используется bash, а его настройки для текущего пользователя хранятся в скрытом файле .barsh.rc в домашней директории. Обратите внимание на синтаксис команды. Мы используем тильду со слэшем, что является легитимным системным сокращением пути к домашнему каталогу, независимо от имени пользователя. Открываем этот файл с помощью Micro. Перемещаемся в самый конец документа. Нам необходимо объявить две важнейшие переменные окружения, соответствующие стандартам POXIT, первая переменная editor. Исторически она отвечает за вызов базовых, строчных или простых текстовых утилит.
когда условная программа, например git, просит пользователя ввести короткий текст. Вторая переменная, visual, она имеет более высокий приоритет и запрашивается системой, когда утилита способна работать в полноэкранном терминальном режиме с поддержкой расширенного ввода. Прописывая в оба параметра значения микро, мы полностью стандартизируем поведение операционной системы. Теперь, когда вы вызовете редактирование системного планировщика задач через crontab, -e, или попытаетесь изменить права доступа vsudo, или наберете git commit без флага сообщения, система не вызовет nano и не заставит вас панически искать выход из Vim. Она развернет привычный, понятный интерфейс микро. Важный нюанс, на котором часто сыпятся новички. Изменение в файле .barshrc не применяется к текущей сессии терминала автоматически. Чтобы операционная система пересчитала конфигурацию без закрытия эмулятора консоли и без перезагрузки всей машины, мы используем встроенную команду source, передавая ей путь к нашему файлу. Проверяем корректность интеграции через команду echo editor. Система возвращает четкий ответ. Проверяем через запуск crontab. Алгоритм отработал безупречно. Интеграция завершена успешно. Давайте проведем краткий системный аудит и сравним микро с его основными конкурентами. Мы оцениваем инструменты не по критерию нравится-не нравится, а по строгим эксплуатационным характеристикам. Первый ключевой параметр – порог вхождения и интуитивность управления. Главная техническая победа разработчиков микро заключается в реализации концепции Common Sense Key-Binding, горячих клавиш здравого смысла, традиционного в CLI среде. Комбинация Ctrl плюс T зарезервирована ядром Linux для отправки сигнала прерывания процесса Tygent, а сочетание Ctrl-S посылает сигнал при остановке вывода терминала HOP. Создатели микро проделали серьезную низкоуровневую работу, реализовав корректный перехват этих управляющих последовательностей на уровне псевдотерминала TTY. В результате мы получили уникальное поведение внутри редактора, работают стандартные комбинации операционных систем. Ctrl-S сохраняет файл, Ctrl-C копирует данные в системный буфер обмена, Ctrl-V вставляет, а Ctrl-Z отменяет последнее действие. Вы умеете пользоваться этим редактором, даже если открыли его впервые в жизни. Когнитивная нагрузка сведена к нулю. Второй параметр – поддержка манипулятора мышь. В Nano она ограничена. Vim требует сложной предварительной конфигурации через директиву setMouse-A. В микро нативная поддержка протоколов отслеживания мыши Extern Mouse Tracking активна сразу после установки. Вы можете использовать колесико для скроллинга, перемещать курсор кликом в любую точку экрана и, самое главное, выделять текст привычным движением, удерживая левую кнопку мыши. При этом выделенный фрагмент корректно заносится в буфер обмена. Для инженера, работающего с большими объемами неструктурированных данных, это колоссальная экономия времени. Микро предлагает идеальный баланс, легкость консольного софта и эргономику графического интерфейса. Перейдем к возможностям, которые выводят микро из разряда простых просмотрщиков в статус полноценной рабочей станции. Этот редактор одинаково эффективен как при быстрой правке системных конфигов, так и при работе со сложным исходным кодом. Сначала обратимся к сценарию работы со скриптами на языке Python. Базовые консольные редакторы заставляют заучивать громоздкие комбинации клавиш для банального копирования или удаления абзацев. Микро врезается в эту рутину изящно, полноценной человеческой поддержкой мыши прямо из коробки. Вы можете просто зажать левую кнопку и выделить нужный массив строк так же легко, как в привычном графическом блокноте. Никаких ломающихся терминальных хоткеев. Вы полностью контролируете текст, что минимизирует человеческий фактор и исключает случайные опечатки при экспресс-аудите параметров. Теперь сменим контекст и перейдем на проект на C++. Для серьезного разбора логики программы нам критически важно видеть структуру приложения.
Микро оснащен зрелым движком подсветки синтаксиса, который безошибочно разделяет типы данных, функции и заголовочные файлы. Но главное – это организация рабочего пространства. Когда вы ведете аудит сложного кода, вам необходимо держать перед глазами несколько связанных файлов. Вызываем встроенную командную строку редактора с помощью комбинации Ctrl+E и вводим команду вертикального разделения vsplit, указав имя файла. Экран мгновенно делится на две аккуратные вертикальные колонки. Слева у нас находится основная логика, справа макросы и настройки. Переключение между окнами происходит обычным кликом мыши. Но и это не предел эффективности. Нам необходимо скомпилировать наши изменения, не выходя из редактора и не открывая новые вкладки терминала. Мы снова открываем командную строку через Ctrl+E и используем встроенную команду run, передавая ей параметры компилятора G++. Микро сам подхватывает системный toolchain, собирает наш бинарный файл и выводит лог компиляции в лаконичном интерактивном окне. Мы получили замкнутый реактивный цикл разработки и тестирования внутри одной сессии. Все управление сосредоточено под вашими пальцами, без тяжелых графических IDE. Переходим к эстетике и кастомизации. Из коробки микро предлагает готовую нумерацию строк, но его параметры позволяют гибко настроить рабочую среду прямо на лету, без перезапуска редактора. Через встроенную командную строку Ctrl+E мы задействуем переменную ColorShime. В комплекте идет внушительный набор встроенных схем, от контрастной палитры Monokai до глубоких темных тонов Gotham. Но если вы хотите выжать максимум стиля, попробуйте тему Simple. Ее фишка в том, что она полностью прозрачна. Редактор убирает собственную заливку и использует подложку вашего эмулятора терминала. Код будет парить прямо поверх рабочего стола. Здесь же, не выходя из сессии, мы оптимизируем интерфейс под удобный аудит кода. Команда Set Cursor Line On подсвечивает строку под курсором. Директива Set Auto Close On автоматически дописывает парные скобки, а параметр Ser Color Column 80 выводит аккуратный вертикальный маркер для контроля длины строки по стандарту оформления. Но что произойдет, если вы открыли важный системный файл конфигурации, забыв прописать префикс суда, внесли правки в утилиту вроде таблицы хостов, а система заблокировала запись? В большинстве консольных редакторов это означает потерю работы и ручной перезапуск. Микро решает эту проблему изящно. При попытке сохранить защищенный файл, редактор сам определит нехватку прав, предложит сделать сейв через суда и запросит пароль администратора прямо внутри интерфейса, сохранив ваши изменения в целостности. При этом вам не нужно вручную собирать конфигурационный файл настроек. Все опции, которые мы только что применили на лету, микро сам отформатировал и принудительно зафиксировал в вашем персональном файле setting.json. При следующем запуске ваша индивидуальная прозрачная рабочая среда развернется автоматически. Подводя итог сегодняшнему разбору, мы должны понимать, что ни один инструмент в Linux не должен существовать изолированно. Профессиональная эффективность строится на создании сквозных цепочек софта, где каждая утилита выполняет свою конкретную задачу на 100%, следуя классической Unix-философии. Сегодня мы заложили прочный и надежный фундамент, мы развернули микро, интегрировали его на системном уровне через переменные окружения и настроили его внутреннюю архитектуру. Мы получили идеальную рабочую точку для манипуляций с любыми текстовыми данными в системе. И это является прямым мостиком к нашему следующему шагу. Посмотрите на экран. Перед вами консольный файловый менеджер Ranger. Это инструмент, который позволяет осуществлять высокоскоростную навигацию по файловой системе, исключительно с клавиатуры. И теперь, когда мы назначили микросистемным редактором по умолчанию, Ranger использует его автоматически. При попытке открыть любой конфигурационный файл или скрипт, в связке эти два инструмента создают монолитное, скоростное и эстетически выверенное рабочее пространство. Вы буквально начинаете летать по системе,
не тратя ни одной лишней секунды на контекстные переключения. Наше инженерное сообщество продолжает развиваться. Нас на канале уже порядка 300 подписчиков, и я искренне благодарен каждому из вас за поддержку, за ваши содержательные комментарии, за конструктивный технический диалог. Это мотивирует меня копать глубже и готовить для вас еще более детальный материал. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, какой инструмент в терминале используете вы. Остаетесь ли вы верны классическим традициям Vim? Выбираете ли минимализм Nano или готовы перейти на прагматичный современный стандарт в лице микро? Мне действительно важен ваш практический опыт. С вами был ID90, инженерный подход к технологиям. Оптимизируйте свое рабочее окружение, используйте правильный софт и развивайте свою инженерную культуру. Увидимся в терминале. Всем пока.